На первый взгляд, шитье кажется тихим и безмятежным занятием. Однако история появления машин, которые сделали это ремесло доступным для всех, полна конфликтов, судебных разбирательств, газетных скандалов и патентных войн. До появления швейных машин процесс шитья был чрезвычайно трудоемким. Люди использовали подручные материалы и примитивные инструменты, например, заточенные кости или заостренные деревянные палочки, чтобы проделывать отверстия в ткани или коже. Затем через эти отверстия продевали нити или ленты, чтобы соединить детали вместе. Это требовало большого мастерства и занимало очень много времени. И тем не менее, такие методы использовались людьми на протяжении тысячелетий. Все сильно изменилось, когда люди научились делать иглы из металла. Металлические иглы с ушком для нити позволили шить быстрее и аккуратнее, но шитье по-прежнему оставалось исключительно ручным процессом, требовавшим больших усилий. Идея автоматизации шитья возникла во время промышленной революции, когда появилась потребность в более быстром и эффективном производстве одежды. Начиная с XVIII века, изобретатели последовательно придумывали отдельные элементы, каждый из которых впоследствии стал важным в устройстве современной швейной машины. Одним из первых шагов к механизации шитья стал патент немецкого механика Чарльза Вайзенталя. В 1755 году он придумал иглу с двумя острыми концами и ушком для нити в центре. Это позволяло игле двигаться вперед и назад через ткань, выполняя движения, подобные движениям рук человека при ручном шитье. Однако сама машина, которая бы использовала эту иглу, так никогда и не была построена. Спустя несколько десятилетий, в 1790 году, английский мебельщик Томас Сейнт сделал еще один важный шаг вперед. Он запатентовал механизм, который был предназначен для изготовления обуви и других кожаных изделий. Машина Сейнта была похожа на очень простую швейную машину. У нее был стол для подачи ткани, рычаг с иглой и непрерывная подача нити с катушки. Образцов оригинальной машины не сохранилось, но идеи Сейнта оказались важными для будущих изобретений. В конце XIX века английский инженер Ньютон Уилсон сумел воссоздать машину по чертежам из патента Сейнта. Она заработала не сразу, но после некоторых доработок получившийся механизм оказался вполне работоспособным. С развитием промышленной революции в начале XIX века стало появляться множество изобретений и патентов, которые так или иначе пытались решить проблему автоматизации шитья. Например, в 1804 году Томас Стоун и Джеймс Хендерсон получили во Франции патент на машину, которая создавала шов, похожий на сметочный, который используется для закрепления краев ткани. К сожалению, машина Стоуна и Хендерсона не могла работать непрерывно, что сильно ограничивало ее производительность. Тем не менее, этот патент стал еще одним важным шагом в эволюции швейных машин. В том же году шотландский изобретатель Джон Данкан получил патент на вышивальную машину. И хотя она не соединяла ткани, как швейная машина, машина Данкана использовала иглу с ушком у острого конца. Позже именно такой тип иглы стали использовать во всех швейных машинах. В 1807 году два британских изобретателя Уолтер и Эдвард Чепмены получили патент на машину для изготовления веревочных ремней. Эта машина была первой, в которой игла не проходила насквозь через ткань, как при ручном шитье. В машине Чапманов игла, точнее две иглы по очереди, лишь прокалывала ткань сверху, создавая стежок. Проколов скрепляемые веревки, нить вытаскивалась из одной иглы, вдевалась в другую, и все повторялось снова. Несмотря на непрактичность процесса и паузы между стежками, это был важный шаг в развитии технологий, потому что большинство ранних швейных машин полностью имитировали ручное шитье, где игла проходила через ткань насквозь. В 1830 году французский портной Бартолеми Тиманье создал первую швейную машину, которая выполняла тамбурный шов. Машина Тиманье была деревянной и использовала только одну нить и иглу с крючком. Она могла делать до 200 стежков в минуту, тогда как обычный портной успевал сделать только 30. Тиманье построил 80 таких машин
для своей мастерской в Париже, где шили военную форму. Однако это вызвало недовольство среди портных, которые боялись потерять работу. Французам было не привыкать протестовать, и однажды толпа разъяренных портных ворвалась в мастерскую Тимонье. Они подожгли помещение и уничтожили все машины. Тимонье был вынужден бежать. Однако позже ему удалось снова найти финансирование и продолжить работу. Он получил 2 патента во Франции и 1 в Великобритании на новые модели швейных машин, которые получали призы на всемирных выставках, однако массового распространения так и не добились. Очередная французская революция в 1848 году заставила Тимонье прекратить работу в этом направлении, и он закончил свою жизнь в нищете. Европа оказалась не готова к приходу швейных машин. В то же время в Америке в 30-х годах XIX века произошел очередной важный шаг вперед, когда Уолтер Хант изобрел машину, которая вместо тамбурного стежка из одной нити делала замковый стежок с использованием 2 нитей. Именно у Ханта швейная машина впервые перестала копировать ручные движения и стала работать по собственному принципу. Впрочем, она могла шить только по прямой и не могла выполнять длинные швы. Хант не стал патентовать свою машину из опасений, что она оставит без работы множество людей. Его дочь владела мастерской по пошиву корсетов, где работали белошвейки. И они вместе с женой Ханта посоветовали ему не давать аппарату ход. Поэтому Хант продал свою машину без патента другому человеку. И на долгое время об этом его изобретении забыли, пока спустя 2 десятилетия Уолтер Хант не оказался в центре патентных споров, которые развернулись вокруг швейных машин. Среди множества изобретателей, которые внесли вклад в развитие швейных машин, Элиасу Хоу принадлежит, пожалуй, главное место. Он родился 9 июля 1819 года на ферме своего отца в Спенсере, штат Массачусетс. Когда Элиасу исполняется 16 лет, он решает переехать в город Лоуэлл и устраивается на работу в мастерскую, где делали машины для прядения хлопка. Однако в 1837 году страну охватывает очередной финансовый кризис, и Хоу остается без работы. Тогда он переезжает в Бостон. Здесь он знакомится с Ари Дэвисом, мастером по производству навигационных инструментов и научных приборов. Хоу начинает работать в мастерской Дэвиса за скромную зарплату подмастерья-механика в размере $9 в неделю. Мастерская Ари Дэвиса была настоящим местом притяжения для изобретателей, ищущих помощи в реализации самых разнообразных идей. Однажды Хоу услышал довольно эмоциональный разговор между Дэвисом и посетителем мастерской, который принес показать свою вязальную машину и попросить совета. Дэвис в достаточно безапелляционной манере посоветовал изобретателю вместо вязания сосредоточиться на создании швейной машины, утверждая, что это принесет большие деньги. Элиас Хоу запомнил этот разговор. Хоу, с рождения имевший физический недостаток, он довольно сильно хромал, в какой-то момент столкнулся с ухудшением здоровья. В 1843 году он часто болел и не мог ходить на работу. К этому времени Хоу уже был женат, и пока ему не здоровилось, его жене, чтобы поддерживать семью, приходилось зарабатывать шитьем. Именно наблюдая, как его жена часами сидит за кропотливой работой, Хоу возвращается к идее швейной машины и решает создать устройство, которое могло бы делать швы быстрее, чем это делает человек вручную. После многочисленных экспериментов Хоу решает, что для создания стежка нужно использовать иглу с ушком на остром конце в сочетании с челноком. Есть разные версии того, как именно к нему пришла эта идея, вплоть до рассказов о том, что она, возможно, ему приснилась. Однако, независимо от источника вдохновения, Хоу принимает твердое решение посвятить все свое время созданию рабочего прототипа швейной машины. Элиас находит поддержку у своего отца, который к тому времени владел небольшим заводом по переработке пальмовых листьев в Кембридже. Отец позволил ему установить станок и несколько инструментов на чердаке завода. Семья Хоу переезжает в Кембридж. Однако здание завода вскоре сгорело, и Элиас оказался без места для работы.
счастью, у него был друг по имени Джордж Фишер, который недавно получил небольшое наследство. Хоу убедил Фишера стать его партнером в разработке швейной машины. Фишер согласился обеспечить семью Хоу жильем и питанием, а также выделить ему $500 на материалы и инструменты, в обмен на половину патента, если тот будет получен. Теперь, когда его семья была обеспечена, Элиас смог полностью сосредоточиться на создании швейной машины. Всего через несколько месяцев, в мае 1845 года, Хоу завершает создание первого прототипа и выполняет свой первый шов. В июле того же года он делает основные швы для 2 костюмов из шерсти, одного для себя, а другого для Джорджа Фишера. Хоу устраивает соревнования на скорость шитья, выполняя 5 швов на своей машинке быстрее, чем каждая из 5 швей успевает закончить один единственный вручную. Однако, несмотря на успешные демонстрации машины в Бостоне, интерес публики к изобретению был слабым. Хоу не сумел получить ни одного заказа на свою машину. Многие портные предсказуемо видели в машине угрозу своей работе и активно протестовали против ее использования в швейных мастерских. Но Хоу не отчаивается. Он заканчивает вторую машину для подачи патентной заявки и 10 сентября 1846 года получает патент на свое изобретение. Однако его партнер Джордж Фишер начал сомневаться в успехе проекта. Фишер за 2 года потратил почти $2000 на поддержание семьи Хоу и оплату патентных издержек. Видя, что машина не приносит прибыли, разочарованный Фишер решает выйти из проекта, не требуя у Хоу возмещения своих затрат. Хоу решает искать другие возможности для продвижения своего изобретения. Заняв денег у отца, он строит 3-ю машину и отправляет ее в Англию со своим братом Амасой. После множества неудачных попыток заинтересовать британских покупателей, Амаса знакомится с предпринимателем по имени Уильям Томас. Он занимался производством зонтов и корсетов, и его работники шили все вручную. Томас увидел в машине Хоу большой потенциал и предложил купить ее за 250 фунтов стерлингов. Это примерно $1250 тогда. Он также предлагает Хоу работу по адаптации машины для изготовления корсетов с зарплатой в 3 фунта в неделю. После некоторых колебаний Хоу соглашается и в 1847 году отправляется в Лондон вместе с братом, прихватив с собой свою первую машину и патентные бумаги. Позже Томас также оплатил проезд для жены и 3 детей Хоу, чтобы те смогли присоединиться к нему в Англии. Однако через некоторое время их сотрудничество прекращается, и Элиас остается без работы в чужой стране с ограниченными средствами. Чтобы сократить расходы, Хоу отправляет семью обратно в Америку и несколько месяцев пытается завершить работу над новой версией машины в Англии. В конце концов, чтобы собрать деньги на проезд обратно домой, Хоу вынужден продать свою новую машину всего за 5 фунтов и заложить свою первую машину и патентные документы в ломбард. В апреле 1849 года Хоу прибывает в Нью-Йорк и узнает, что его жена серьезно больна. Вновь заняв денег у отца, он чудом успевает добраться до нее перед смертью. Костюм для похорон ему одолжит брат. Детей Хоу временно размещают у друзей семьи, а сам он возвращается к своей работе подмастерья механика. И тут, к своему большому удивлению, Элиас Хоу обнаружил, что за время его отсутствия в Америке швейные машины стали там необычайно популярными. Некоторые машины, сделанные в Бостоне, уже использовались на фабриках, и Хоу заметил, что они включали в себя элементы его патента. Хоу решает добиться справедливой компенсации за использование его изобретения и начинает писать письма производителям швейных машин, требуя либо прекратить производство, либо выплатить ему роялти. Некоторые компании сначала соглашались, но вскоре все производители объединились против Хоу и отказались платить. Это заставило Хоу обратиться в суд. В очередной раз, заручившись финансовой помощью от отца, он начинает судебные процессы, но вскоре понимает, что на это потребуется гораздо больше денег, чем было у семьи. Джордж Фишер
наотрез отказывается от новых инвестиций в Хоу, но соглашается продать свою долю в патенте новым инвесторам. Заложив отцовскую ферму и получив средства от инвесторов, Хоу может продолжать свои разбирательства и вскоре начинает выигрывать судебные процессы, добиваясь компенсаций за использование своего патента. Исаак Зингер создал одну из самых популярных швейных машин своего времени. Его машина была надежной, удобной и недорогой, поэтому люди быстро стали ее покупать. Однако его успех не остался без внимания Элиаса Хоу, который справедливо посчитал, что Зингер нарушил его патентные права. Конфликт между Хоу и Зингером перерос в ожесточенную вражду, которая выходила за пределы патентных разбирательств. В 1850 году Хоу потребовал от Зингера выплаты роялти за каждую проданную машину, утверждая, что конструкция Зингера использовала элементы его патента, в частности, комбинацию челнока и иглы с ушком на остром конце. Сначала он требовал всего $2000, но по мере роста успеха компании Зингера эта сумма увеличивалась. Зингер, известный своей вспыльчивостью и агрессивными методами ведения дел, воспринял эти требования крайне враждебно. Переговоры перешли в открытый конфликт, и Зингер даже угрожал Хоу физической расправой. Противостояние между двумя изобретателями достигло своего пика в июле 1853 года, когда на одной и той же странице газеты New York Daily Tribune были опубликованы два объявления. Первое объявление, размещенное Хоу, утверждало его права на швейную машину, подтвержденные судебным решением. Он предупреждал покупателей, что если они купят машины у других компаний, то им, возможно, придется заплатить дважды. Один раз за саму машину и второй раз, если они проиграют суд за нарушение его патента. Хоу также писал, что суд полностью признал его права и приглашал всех посмотреть, как работают его машины. Второе объявление, размещенное прямо под первым от компании Зингера, было гораздо более агрессивным. В нем утверждалось, что Хоу необоснованно претендует на патенты, что его машина не имеет практической ценности и что он не был настоящим изобретателем комбинации иглы и челнока. Там также говорилось, что машины Хоу не смогли найти применение на рынке, ставя под сомнение их качество. Эта реклама Зингера была откровенно враждебной и содержала прямые нападки на репутацию Хоу. В ответ на это Хоу подал в суд на Зингера за клевету, обвиняя его в распространении ложных сведений и намерении подорвать его репутацию и деловые интересы. В дополнение к иску против Зингера, Хоу также подал иск против New York Daily Tribune за публикацию клеветнических утверждений. Дело о клевете было лишь одним из многих судебных процессов между двумя изобретателями в борьбе за контроль над рынком швейных машин. Но оно подчеркнуло, насколько ожесточенной была их конкуренция. Интересно, что суды по делам о клевете в то время были редкостью, особенно в области технологий и изобретений. Однако Хоу был полон решимости защитить не только свои патентные права, но и свою репутацию законного изобретателя швейной машины. Несмотря на усилия Зингера, Хоу продолжал выигрывать судебные разбирательства, что позволило ему получить значительные финансовые компенсации от различных производителей, включая и компанию самого Зингера, когда после долгих судебных разбирательств суд признал правоту Хоу и постановил, что Зингер действительно нарушил его патентные права. Однако Зингер не хотел сдаваться и предпринял новые активные шаги по дискредитации Хоу. Он решил доказать, что Хоу не был первым изобретателем швейной машины. Зингер отыскал Уолтера Ханта, который в 1834 году создал прототип швейной машины, но не запатентовал его. Зингер убедил Ханта вновь собрать его старую машину, чтобы доказать, что именно Хант, а не Хоу, был настоящим изобретателем швейной машины. Однако, поскольку Хант 18 лет назад не запатентовал свою машину, суд вынес однозначное решение в пользу Хоу. Патент Хоу защищал не отдельные элементы машины, такие как игла или челнок, а именно их комбинацию, и никто до него не запатентовал такую комбинацию. Зингер и другие производители
были вынуждены признать права Хоу, и он начал получать значительные роялти от продаж швейных машин. К середине 50-х годов XIX века патентные войны в индустрии швейных машин достигли своего апогея. Компании тратили огромное количество времени и денег на судебные разбирательства. Это остановило развитие всей отрасли, потому что никто уже не мог делать новые машины без нарушения чьих-то патентов. Даже сам Элиас Хоу не мог внести улучшения в собственную машину, потому что кто-то уже запатентовал похожие идеи. А другие производители тоже не могли продолжать делать свои машины, не нарушая патентов Хоу. Сложилась классическая патовая ситуация. В этот момент на сцену вышел Орландо Поттер, президент компании Grover & Baker, который предложил революционное решение – создание первой в мире патентной комбинации. Вместо того, чтобы постоянно ссориться и судиться друг с другом из-за того, чья идея важнее, изобретатели и компании, у которых были патенты на разные части одной сложной машины, в данном случае швейной, объединяли свои права и договаривались работать вместе. Это означало, что все они могли использовать идеи друг друга, чтобы делать и продавать машины. А в обмен на это каждый получал свою долю денег с продаж. Так что вместо того, чтобы тратить время и деньги на споры, они могли сосредоточиться на производстве и зарабатывать больше. Орландо Поттер понял, что постоянные судебные разбирательства идут во вред не только компаниям, но и отрасли в целом. Прогресс, по сути, остановился. К Поттеру прислушались, и в 1856 году было заключено соглашение между крупнейшими игроками на рынке, включая компанию Зингера, компанию Хоу, а также Уиллер & Уилсон и Grover & Baker. Элиас Хоу поначалу сопротивлялся этой идее, так как он считал, что жертвует больше всех. Но потом согласился, при условии, что будет получать $5 с каждой машины, проданной в США, и $1 с каждой экспортированной машины. Это соглашение оказалось чрезвычайно выгодным для Хоу. За 11 лет он заработал более $2 миллионов, что в те времена было огромной суммой. В 1860 году Хоу добился продления своего патента на 7 лет, а в 1867 попытался продлить его снова, но в этот раз ему отказали. А в октябре того же года Элиас Хоу умер. Патентная комбинация стала первым примером успешного сотрудничества между конкурентами в области патентного права. Это соглашение прекратило многолетние ссоры и дало компаниям возможность сосредоточиться на развитии производства. Благодаря патентной комбинации массовое производство швейных машин резко выросло, и они стали частью нашей повседневной жизни. Первое патентное соглашение блестяще доказало, что даже в условиях острого соперничества и конфликта можно найти мирные пути к сотрудничеству ради общего блага, прогресса и развития. Такого рода патентные пулы скоро начали появляться в других отраслях и серьезно повлияли на ландшафт ведения высокотехнологичных бизнесов. Это был рассказ о швейных машинах и первой патентной комбинации. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А если вы умеете шить, то расскажите в комментариях о своих швейных машинах. Спасибо, что досмотрели до конца, и до новых встреч!